Добрый день, дамы и господа. Сегодня в Одесском кризисном медиацентре Кристоф Лютманн и Берлинский Центр Интегративной медиации. Его будет переводить Юлия Крикорян. Анне Исабель Краус, руководитель Центра Меротворческой медиации. В чем польза диалога? По очереди. Hello. Nice meeting you. Добрый день, очень приятно встретиться с вами. Unfortunately, I don't speak neither Ukrainian nor Russian. That's why we brought a translator with us. К сожалению, я не говорю ни по-украински, ни по-русски, и мы будем прибегать к помощи переводчика. While one of our colleagues speaks also Russian. Одна из наших коллег говорит по-русски. We're Kристоф Лютманн, Анне Исабель Краус, and Юлия Крикорян. Кристоф Лютманн, Кристоф Лютманн, Анне Краус и Юлия Крикорян. We came all the way from Germany, from Berlin, from 3 different organizations. Мы приехали из Германии, представляем 3 разных организации. And we wanted to specifically come to Odessa for several reasons. Мы хотели специально приехать в Одессу по ряду причин. You have to understand, or it's important for us to tell you that not only the German public, but also the German politicians are very interested in the situation in general, but also specifically in Odessa. Нам очень важно сказать вам, что не только общественность Германии, но и политики в Германии интересуются не в целом ситуацией по Украине, но и также специальной ситуацией в Одессе. In Germany, there's an understanding that Odessa is a very special place, and we heard from many Odessans that they also have an understanding that Odessa is a special place for several reasons. И у нас в Германии есть понимание, что Одесса это очень особенный город, и мы понимаем, что это особенный город по целому ряду причин. First of all, because it has a long history, but also because it has a history of living together of many different people. Прежде всего это потому, что Одесса имеет богатую долгую историю, но и также потому, что это место, где живут очень много и большое разнообразие наций и разных людей. So we have understood that the events that happened in May here in Odessa have disturbed somehow the special atmosphere that existed for a long time in Odessa. И как мы поняли, те события, которые произошли в Одессе в мае этого года, то они нарушили вот то спокойствие, ситуацию взорвали в Одессе, которая была до сих пор. So it is in the interest of Germany to support anything that is possible to revive the specific atmosphere and the living together of these different persons in Odessa, different groups. В Германии есть большой интерес в том, чтобы воссоздать и возродить вот ту атмосферу, особую атмосферу и мирное проживание всех людей в Одессе. This reviving can only be done by people from Odessa, but the question is there anything that us or people from outside can do in order to support that? Конечно же, это возрождение той атмосферы может быть произведено только людьми, населением самой Одессы. Но, конечно же, мы желаем сделать все возможное, все от нас зависящее, чтобы этому помочь. So these are the 2 main questions that we were taking with us for our presence now and throughout this year. И вот эти самые 2 вопроса, с которыми мы приехали в эту поездку и с этим визитом в Одессу. What could be done to revive that specific living together through dialogue and trust building, and what could we do coming from outside to support it? То есть, что вообще может быть сделано для того, чтобы привести ситуацию к тому мирному сосуществованию всех людей и групп, проживающих в Одессе? И второй вопрос – это что мы со своей стороны можем для этого сделать? So it's a question, why are we coming here? То есть это вопрос как раз почему мы здесь. We do not represent the German state in any way. We are civil society actors. We are from non-governmental organizations and research institutions.
Мы не представляем правительство Германии, мы представляем общественные неправительственные организации и исследовательские центры. But the German Foreign Office has given us a mandate request to make an assessment, first of all, to come to Odessa to find out about more information on these two questions. What could be done to revive a dialogue, and what could be something that, how could we support it? Но Министерство иностранных дел Германии предоставило нам такой мандат, как раз на произведение оценки ситуации текущей в Одессе и тех шагов, которые могут быть предприняты для возрождения, восстановления диалога всех живущих в Одессе. We were asked because we have a specific expertise that we bring with us. We are organizations that have a long experience in mediation and dialogue. Обратились с этим именно к нам, к нашим организациям, потому что у нас есть необходимый опыт в области медиации и налаживания вот такого диалога. So we have worked in other countries, for example, the former Yugoslavia and other Eastern European countries. Мы уже работали в других странах с подобной миссией. Это в странах бывшей Югославии и странах Восточной Европы. But we understand that it's never possible to take the experience from somewhere else and try to do the same in a different place. Но мы также понимаем, что нельзя просто взять какой-то предыдущий опыт и перенести его на ситуацию в другой стране. So that is why until the end of this year our main goal is to get more information, to make a lot of contacts to people who are engaged from civil society in order to rebuild trust, in order to engage dialogue. И поэтому наша цель – это встретиться как можно с большим количеством людей, которые представляют гражданское общество в Одессе, именно для того, чтобы вот налаживать такой диалог, воссоздать мирную атмосферу в городе Одессе. In that context, we have been in contact with the Odessa Regional Mediation Group, with a lot of different actors, mediators, dialogue facilitators, psychologists. Мы уже имели контакты и сотрудничали с Одесской группой медиации и другими представителями гражданского общества и психологами из города Одессы. We're very grateful to all these actors that they were sharing a lot of information with us on how they are rebuilding dialogue, rebuilding trust, and how they work. И мы очень благодарны всем этим людям за предоставленную нам информацию, за всю помощь, которую они оказывают нам, чтобы мы узнали, какие же предпринимаются шаги для налаживания этого диалога и восстановления доверия. So we entered in an intense exchange already throughout the last days, but also until the end of the year, in order to see how could we support all these actors, specifically from civil society, rebuilding trust, facilitating dialogue, supporting mediation, specifically in Odessa. И за последние несколько дней у нас была проделана такая интенсивная работа, но мы планируем дальше до конца года ее продолжать, как раз для того, чтобы содействовать, налаживать эти контакты и воссоздать это утраченное доверие. We understand that at the moment the political situation is also overwhelmed by a national dialogue, by the situation what happens in the east, but what we want to do is we want to focus specifically on Odessa and to only focus on Odessa for the time being. Но, как мы понимаем, в настоящее время идет и более такой широкий диалог в общенациональном украинском масштабе, и в основном фокус, конечно, смещен на события на востоке Украины, но мы как раз хотим сосредоточить свои усилия как раз на Одессе и воссоздании этого мирного диалога здесь. One reason is because there is not ongoing physical violence, and we think that everyone has a certain responsibility to work towards trusted relationships and preventing further violence to happen. Как мы понимаем, что каких-то открытых таких насильственных действий, конфликтов в данное время нет, но, конечно, нужно проводить работу для того, чтобы их предотвратить и налаживать этот диалог.
we have understood that there are many actors in Odessa who are already very much engaged in preventing any violence and supporting dialogue, and very many actors that are actively working in rebuilding the societal cohesion, the societal trust. Мы уже видим, что в Одессе есть много организаций и людей, которые активно работают как раз в этом направлении для того, чтобы восстановить утраченное доверие и налаживать диалог, и предотвращать какое-то открытое насилие. If we from our side, coming from outside with a limited understanding of what is going on, if we can add something, if we can support, we gladly do that. И если мы со своей стороны, то есть люди, приехавшие со стороны и не имеющие такой полноты картины, понимания того, что происходит здесь, но в то же время, если мы можем сделать что-то от себя, то мы бы очень хотели в этом поучаствовать. But very important for us is that we don't do something just by ourselves, but that we always support the actors that are already facilitating dialogue and who are already rebuilding trust. Но для нас как раз очень важно, чтобы мы не сами предпринимали какие-то шаги, вели деятельность, а чтобы мы оказывали поддержку тем людям, которые уже работают над восстановлением диалога сегодня в Одессе. Because our idea of what dialogue can really help is to help people understand the perspective of the other. That doesn't mean that everyone has to share the perspective of the other, just like thinking in the same way the other does, but one can hear what the other thinks, what he has maybe experienced in terms of grievances, and also can kind of revive what that may mean for these people. Потому что все это идет из нашего понимания, что такое диалог. Диалог – это обмен и возможность дать участникам диалога увидеть то, как воспринимают и видят ситуацию другие участники этого диалога. Поэтому вот в связи с нашим таким пониманием мы подходим к этому, чтобы все люди видели ситуацию, возможно, или посмотрели на ситуацию с точки зрения другого. For instance, yesterday we had a meeting with representatives of one of the groups here in the city. Например, вчера у нас была встреча с представителями одной из групп, которая есть в Одессе. And for me personally, it was very impressive to see what it makes with me myself. И для меня действительно это было колоссальное впечатление, когда я увидела и поняла, какое воздействие именно на меня имела эта встреча. Having the opportunity to hear the perspectives of somebody living here and experiences all these events, even also violence. И когда я получила возможность напрямую услышать от людей о том, что они чувствуют, какой они пережили опыт, как на них воздействовало это насилие. I could understand his perspective, and I could understand why he was calling for help, and also why he felt like a victim in this context. Этот человек, который со мной делился вот этим своим опытом, я поняла, что он чувствует, что он испытывает, что он пережил, и мне это дало понимание того, что люди могут переживать, когда они чувствуют себя жертвой насилия. And even if I had not the same positions in every aspect he mentioned, it helped me to get in contact with him, and maybe if we could proceed in this manner, and if we could continue this dialogue, it would also help him to understand other perspectives. И даже если я не разделяю его взгляды, какие-то позиции, на которых он стоит, но то, что я ему показала, что я его понимаю, наверное, дает и ему в том числе возможность как-то продолжать свой диалог, то есть делиться со мной своими чувствами, понятиями, ощущениями. And in the long term, if people from different groups, from different also regions of Odessa, and also of
of Ukraine have the possibility to hear each other's perspectives and also the reasons, for instance, why they fight, maybe in the long term they will also be ready to cease to fight. И как мне представляется, на долгосрочную перспективу, если вот так вот люди в Украине вообще, которые представляют различные точки зрения, разные группы, если они тоже вступят в такой диалог, услышат точку зрения другого человека, постараются ее понять, то, может быть, это даст им понимание причин, почему же они воюют между собой, и, возможно, даже они прекратят воевать между собой. And just as a final statement, I was also very impressed to see how many people here in Odessa are already put in place, are already there and working on making this dialogue possible. И как, возможно, свое последнее замечание, мне хотелось бы сказать, меня очень впечатлило, какое большое количество людей в Одессе уже работают над тем, чтобы дать возможность такому диалогу состояться. So we as people from outside, we are just here to kind of being the facilitator or the glue sometimes, but more in the background. And what we want to do is really to help these people who are working here, to develop in a more, still more effective form, and that they can grow as a group also. И для нас, как людей со стороны, можно сказать, это есть возможность уже тем группам людей и отдельным специалистам, которые работают здесь над налаживанием диалога, оказать им, возможно, какое-то содействие, быть какими-то как посредниками в этом диалоге. I think that's enough from our side for the first instance, and if you would like, you can just ask questions. Я думаю, что, наверное, достаточно будет для первой части нашего общения. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы с радостью ответим на них. Пока у меня только два вопроса. Первый, вы очень конкретный, скажите, с кем вы встречались и кого вы, ну просто с кем вы встречались? The first one is a very specific question. With whom did you meet? У меня вопрос к Анне Исабель Краус. With whom? I don't know if I'm really authorized to say it here right now. So before I couldn't really catch up with him and make clear that he would be comfortable with. Я не думаю, do that. что я уполномочена называть этого человека. Нет, я не имею в виду имя и фамилию человека, представителя какой организации. I don't mean the exact name and surname, maybe just representative of which organization he is, this person. Even in this, I very well understand your question. Я прекрасно понимаю ваш вопрос. It's a very good question because I think it directly hits the point, yeah? Это очень хороший вопрос, потому что он как раз в точку ударяет. Who's willing to talk, who's not? То есть кто хочет говорить, а кто нет. Совершенно верно. Exactly. But still, just being here, very new, yeah, and don't knowing the whole context, and having had the opportunity to talk with him about this, and I think it's just not my role and my mandate to say it right now. Но я, поскольку я нахожусь здесь сравнительно недавно и не так хорошо знакома со всем контекстом происходящего, я не думаю, что я могу вам ответить до того, как я свяжусь с этим Тогда у меня вопрос более общий. Скажите, вот как вы, специалисты, относитесь к такому, к такому одному из принципов Евангелия, где сказано, что землю от пролитой на нее крови нельзя очистить иначе, чем кровью человека, пролившего ее. So then, I understand your answer. Then a more general question. It's a quotation from the Bible that if someone has shed blood of an opponent, the only way to clear it of its blood is to shed blood of this opponent of the enemy. What is your attitude to this quotation?
My personal attitude. Это мое личное, вы хотите услышать отношение? My personal attitude is definitely that I think it just doesn't make sense to continue bloodshed. Ну, мое личное отношение такое, что никакого нет смысла продолжать кровопролитие. I know and I understand, and I often can feel myself the desire for revenge. Я, конечно, прекрасно понимаю вот это жажду мщения, реванша. But if I would follow this desire, yeah, I would just get the same back. Но если бы я шла на поводу такого желания отомстить, наверное, и мне бы вернулось в свою очередь опять это мщение. It may sound a little drastic, but coming from Germany, we have to understand that if everyone would have followed that logic, we would not stand here today. Может быть, это прозвучит так довольно ужасающе, мой ответ, но поскольку мы сами приехали из Германии, если бы мы сами, немцы, следовали такому принципу, наверное, мы бы тут сейчас с вами не стояли. Some of our grandfathers and grandmothers were involved as aggressors in war, and we're here today, so we were not given back the same violence, and this is something that throughout our society we got as a message and that we're bringing with us. Вам известно, что наши бабушки, дедушки, отцы там и деды, они участвовали в очень кровопролитных таких конфликтах, в насилии, но поскольку на определенном этапе было решено не следовать этой логике, то это дало нам возможность вот быть перед вами, развиваться. It sounds very abstract, and I know that the challenge of specifically getting over own emotions, that is the toughest point on the individual level. Да, я знаю, что, может быть, это так звучит абстрактно, то, что я сказал. И я, конечно, прекрасно знаю, что вот не поддаваться своим эмоциям – это самое сложное, что вообще есть в конфликте. But that is something that I think that the person or the persons Anne was referring to, we hope that the emotions that are very high at the moment might be reduced at some point so that the person might be able to stand here at some point himself. Но вот как раз то, о чем говорила Анна, ссылаясь на того человека, что его, конечно, тоже обуревают эмоции, жажда общения, но если ему удастся как-то совладать с ними, и вот он будет стоять здесь на каком-то этапе, в какой-то момент, то это было бы самое лучшее. Можно тоже вопрос? Меня зовут Анастасия Большегорова, телеканал Думская ТВ. Анастасия Большегорова represents Думская ТВ. У меня такой вопрос. Вы в самом начале говорили о том, что хотели бы помочь Одессе и, в частности, помочь, вообще, в общем, нашей стране. Ну, вы знаете, главную помощь, которую я вижу, это материальная. Какую, на самом деле, конкретную вы готовы, как общественность, которая приехала к нам из Германии, вообще готовы оказать? То есть, для чего вы приехали и чем вы можете нам помочь? Вот непонятно. Больше конкретики, пожалуйста, вот прям вот по пунктам. So, at the beginning, you were speaking about the assistance you would like to render us. And usually when we hear about some assistance, the main association is with some material or material help. And would you specify what kind of help can you render us? And tell us more specifically for the reasons why you're here and in which areas you are ready to help. Thank you very much for the question. Unfortunately, we don't have something material which we could put on the table here, or any numbers we could tell you. All we can bring from our side is some services.
Спасибо вам за ваш вопрос. К сожалению, никакой материальной помощи, тем более такой очень быстрой, мы оказать не можем. Все, что мы можем со своей стороны оказать, это определенные услуги. There are mediators and facilitators in Odessa who try to support and to revive dialogue. В Одессе работают такие специалисты, профессионалы, как медиаторы и фасилитаторы, которые очень бы хотели способствовать налаживанию мирного диалога в городе. And they're usually doing that nearly with empty hands. They're just doing it with their thoughts, with their engagement, with their motivation, and with their desire to rebuild trust in society. И очень часто они работают то, что называется голыми руками, то есть на своих эмоциях, на своем просто желании, на своей мотивации наладить этот диалог. So what we can do in order to support, for example, those facilitators, could be with experience exchange, professional exchange on how to build dialogue. А что мы со своей стороны можем предоставить? Это вот помощь в том, со стороны, с высоты нашего опыта, может быть, это как именно, какие специально есть методы, методики, техники по налаживанию этих диалогов. Sometimes it can be with our presence only, because we heard that bringing together different groups can sometimes be difficult, because it's a matter of trust. Иногда это будет помощь заключаться просто в нашем присутствии, потому что, как мы слышим, что очень часто представители разных групп просто сложно свести в одном месте из-за отсутствия взаимного доверия. So some people, as we heard, feel more comfortable joining dialogue or joint meetings if there are people from outside whom they perceive maybe more neutral or omnipartial. И поэтому некоторые группы и их представители говорят, что они с готовностью больше пойдут на контакт, если они будут ощущать, что там есть какие-то нейтральные представители, люди со стороны. Тогда это будет способствовать какому-то доверию. So if our presence can help, we gladly do that. Если само наше присутствие может помочь, мы с радостью это сделаем. What we also want to do is provide space for dialogue, which means in closed seminars or workshops in meetings, but that has always been organized together with colleagues from Odessa. И также мы можем предоставить такое пространство для диалога и для обмена, но в виде семинаров таких совместных, обмена мнениями, но это делается совместно уже с теми профессионалами, которые работают в Одессе, одесскими специалистами. So having said all of that is not working for free. Of course, it needs some financial support. Но все вышесказанное подразумевает, что бесплатно этого всего не будет, и, конечно же, для этого нужна и финансовая поддержка. The support is given by the German government through the Ministry of Foreign Affairs. Которая предоставляется Министерством иностранных дел, то есть правительством Германии через это министерство. But it's rather to cover the costs of creating dialogue and the services, and there's nothing physical that we can bring with us beyond our presence. То есть наша помощь может заключаться в том, что мы изыскиваем эти финансовые возможности для проведения таких семинаров, обменов, но ничего такого конкретного, что мы можем привести с собой такой материальной помощи, этой возможности нет. I just want to add one point. We saw that some of the initiatives here faced the challenge of not having enough resources to do their work. That is a different case. In such a case, we would seek support for these actors so that they have the financial or resources possible to do their work. This is a case where we can create links where we can lobby for financial or resource support for these actors in Odessa. Помимо этого, вот мы видели, что у некоторых групп, у них есть желание, мотивация проводить работу, но недостаточно ресурсов. И тут мы со своей стороны можем помочь, лоббировать, установить какие-то контакты с теми организациями, которые предоставляют финансовую поддержку. I hope your question is answered to some extent. Надеюсь, что мы до определенной степени ответили на ваш вопрос. Спасибо большое. Спасибо.
У нас просто следующий брифинг. Я прошу прощения, конечно. Thank you very much, and we apologize that it's so brief. It's a briefing. Yeah. Спасибо. Okay. Yeah. Спасибо. Thank you very much.